Много веков назад, когда города освещались факелами и всюду слышался цокот конских копыт, на высоких холмах короли строили замки и окружали их высокими стенами, неприступными для врага. Шлейфы мантий скользили в каменный обитель, где спрятаны тайны и древнее колдовство. Его чувствуешь даже сегодня, когда видишь замок в Германии или Франции. Хотя, стоит ли ехать так далеко для встречи с волшебством? Оно же намного ближе, в селе Хрящевка в Самарской области. Ты на канале «Выходные без границ», где узнаешь, как путешествовать по миру, не выезжая за рубеж, и выбрать самое крутое приключение для своего уикенда. Кажется, что если бы замок из сказки «Красавица и чудовище» ожил, то он бы выглядел именно так. Здесь огромное количество мистических существ, и особенно драконов. И даже в новой части замка, где строится новая башня, видно, как по ней взбираются два огромных каменных дракона. Отдельная особенность замка – это специальное состаривание камней. То есть видно, что в нижней части камни более темные. Имитировали таким образом где-то 12 век. Если решите создать гармоничный лук для интерьеров замка, рекомендую такие костюмы. Так одевались придворные средневековья, и с местными статуями сочетаться вы будете просто супер. В Гарибальди вас встретят король Артур и королева Женевра, супермен тех времен храбрый Беовульф и, конечно же, знаменитость Ланселот, самый верный рыцарь короля. Но и другие стражи по соседству с давно популярными драконами. Среди них турецкий Иврин, огнедышащая Колшебра и древний дракон Смог, прямиком из Кракова. Это как раз знаменитый здесь воин Беовульф. И у посетителей замка появилась традиция. Нужно попробовать залезть в его шлем и сфотографироваться. Вот как раз я сейчас попробую. Это не так уж и просто. Гарибальди – это новодел 21 века. Проект предпринимателя Олега Кузичкина, который знаменит своими мясными изделиями, фабрика качества и Гарибальди. Кстати, замок все еще строится, но его территория открыта для посетителей уже сегодня и почти круглосуточно. И стоит сказать, замок хорош как днем, так и вечером. Но разглядывать драконов и витражи можно долго, но как насчет того, чтобы попасть внутрь? А вот с этим пока проблема. Руководство планирует открыть двери пятизвездочного отеля «Гарибальди» и своих ресторанов только в неясном будущем. Но даже несмотря на это, исследовать фасады и сады замка, получая от них удовольствие, можно уже сегодня. А закончить день хорошо прогулкой под парусом, ведь замок находится у самого берега реки Самара, которая впадает в Волгу. Кстати, Гарибальди предлагает свой фирменный прогулочный катер и даже отдых в своем футуристичном порту. Но как туда попасть? Тоже не совсем очевидно. Видимо, это тоже в будущем. У замка есть красивый сайт, но он на английском. Переключается на русский не всегда. Видимо, для этого нужно знать волшебное заклинание. Телефона, куда позвонить, тоже нет. Это, наверное, одна из загадок замка. Также сложно и выяснить, когда можно встретить запряженную лошадьми карету, которая катает посетителей на территории. Но зато рядом с замком в теплое время всегда работает чудесная карета с попкорном, сладкой ватой и летнее кафе. Опять что-то жрет. Хоть бы со мной поделился. На, держи. Я хотя бы ем то, что продают, а не то, что растет непонятно где. Так. Что еще? Жрешь, что ли, что-то? Цветы какие-то? Я сейчас пока все это рассказываю, я просто вижу, что Денис сидит на карачках напротив камеры. То есть камера, она как бы отдельная от оператора. Это вообще... Вот, и он ест цветы. Он просто ест цветы с поля. И что ты ел тут? Я пчела. Ты пчела? Даже несмотря на трудности связи с замком, провести день на его территории – это кайф. Замок уникален. Кстати, в местном магазинчике можно купить прикольные вещицы. Надо еще купить сувениры. Лавка с сувенирами здесь огромная. Можно найти столько разных фигурок драконов, ну где еще столько встретишь? А еще прикупить фирменную майку, статуэтку самого замка и одну из сказочных детских игрушек. Ребята, это просто любовь. Вы посмотрите, что я нашла. Это шапка-шлем. Мне сказали, конечно, что она детская, но на мою маленькую голову, наверное, она лезет.
хочу признаться, что я родилась в Самаре, но за все годы жизни в Самаре, не знаю как, но я ни разу не добралась до замка Гарибальди, хотя ехать-то всего пару часов. И вот сегодня я наконец исполнила свое давнее желание. И если вы решите приехать в замок, так же, как и я сегодня, то сколько же вам сюда добираться? Где здесь жить и сколько это будет вам стоить? Обо всем этом я вам сейчас расскажу. Всего в 10 минутах от Гарибальди я нашла современный апарт-отель «Панорама Парк», который находится прямо на берегу. Самый простой апарт можно снять за 5000 в сутки на 4 человек или остановиться в доме за 17 тысяч рублей в сутки и разместиться в 6. На территории комплекса можно позагорать у бассейна, попариться в баньке или прыгнуть в катер для прогулки. А еду сможете приготовить сами в доме или на мангале. Итак, что же выходит по дороге? Есть несколько вариантов. Точка отсчета – Москва. На самолете до Самары вы сможете добраться за 1,5 часа, но затем придется взять еще такси до замка, потратив еще 1,5 часа в пути. Любители поездов проведут в дороге 17 часов, а затем еще 40 минут в такси от вокзала до Гарибальди. Но и те, кто любит дорожные путешествия, будут в пути около 15 часов. А теперь давайте посчитаем, сколько же вам обойдется такой тур. Самолет выйдет в 5000 рублей с человека за обе стороны пути, плюс 3200 будет стоить такси туда и обратно. За поезд вы примерно отдадите 3200 с человека, плюс 1800 рублей за такси в обе стороны. Прибавляем размещение, которое выйдет от 5000 за двоих или одного человека в сутки, а также трехразовое питание за один день с оплатой за одно блюдо в 300 рублей. Ну и привезти с собой сувенирчик вы сможете за 500 рублей. Самое приятное, что посещение и съемка на территории и парковка у замка бесплатные. Все вместе выйдет примерно 12 тысяч рублей с одной ночью и одним днем пребывания на территории замка. Выбор всегда дело индивидуальное, но, надеюсь, эта приценка будет вам полезна для планирования вашей поездки. На этом все, но мы подготовили для тебя еще множество приключений, поэтому подписывайся на канал и не пропусти новые выпуски, чтобы выбрать, куда отправиться на выходные. Пока-пока!